Всем привет, продолжаем наши гайды. Итак, в прошлый раз мы создали такие вот штучки. Тест 1, тест 2, тест 3, да? Наши bool, int и float. Сегодня давайте научимся создавать компоненты. То есть, как мы в блюпринтах делаем? Мы нажимаем add и static mesh. Add и, допустим, box collision. Вот я наоборот, правда, хочу, чтобы было вот так вот. То есть, вот мы взяли, создали box collision и создали static mesh. А как же это сделать в плюсах? Давайте отправимся в плюсы. Это мы удалим. Все это обратно скомпилируем. И отправимся в плюсы. Итак, в плюсах. Для начала нам нужно создать указатель на тот объект, который мы будем создавать. Указатель — это такая штучка, которая говорит нам о том, что вот там вот в этом участке памяти хранится этот объект. То есть он как бы указывает на участок памяти, где будет храниться тот или иной объект. Он обозначается звездочкой, и нам нужно его создать вначале. То есть мы делаем Ctrl-D, просто дублируем, вот это мы удалим. Нам не надо, то есть просто чтобы uProperty заново не прописывать. Единственный момент не edit anywhere, потому что я не хочу, чтобы его можно было править где-то. Но нужно сделать, чтобы его было видно. Как мы помним, это visible. Visible, ну почти получилось. Visible мы прописываем visible anywhere и получаем вот такую вот вещь. Что мы первым делом создаем? Первым делом мы хотим box создать, допустим, box компонент. Это U, box, компонент. У него вот такое вот название класса, именование у него U идет у компонентов. U, box, компонент. Ставим звездочку и прописываем, что это у нас box, компонент. Box, компонент. Точка, запятой обязательно. Но мы заметим, что он подчеркивает нам красной такой штучкой, да? Это говорит о том, что он что-то не нашел. Он не знает, что это, вернее. Он не знает, что это такое. Есть два варианта, как можно ему сказать о том, что это такое. Это подключить. То есть он не знает об этом классе ничего, то есть нам нужно именно вот этот файл, header файл его, подключить, чтобы он узнал, что это такое, что в нем есть и так далее, и тому подобие. Мы берем, говорим, что это components, он находится там, и box component. Сейчас я ей покажу, как находить, где что находится. Вот, у нас есть box component, а мы его подключили и видим, что вот он работает теперь. Здорово. Что? Это плохо нам здесь подключать, потому что, во-первых, компиляция будет дольше идти, то есть он собирать будет все это на F7 дольше. Во-вторых, мы можем попасть в циклическую зависимость. То есть если мы используем, допустим, свои классы, понятно, что в box component мы свой класс не будем добавлять, хотя если мы трогаем как бы оригинальный код, то, конечно, может такое произойти. Так вот, если мы, допустим, у нас есть тест actor 1 и тест actor 2, и мы вот в этот header файл объявления, вот этот header файл, это, я не помню, говорил или нет, header файл — это файл объявления, а cpp файл — это файл исполнения. То есть здесь мы чего-то объявляем, а здесь мы выполняем какие-то действия, такие вот вещи. Так вот, если мы в header вот этого тест актора 1 добавим тест актор 2, то это говорит о том, что в момент создания класса у нас начнется такая вещь, то есть он пойдет создавать, и он дойдет до момента, что чтобы ему дальше продолжить создавать, ему нужно включить в себя тест актор 2 вот этого вот. И он пойдет создавать тест актор 2. Но он начнет его создавать, и он дойдет до тест актор 2, чтобы создать тест актор 2, нужно создать тест актор 1. И вы понимаете, да, то есть чтобы создать 1, нужно создать 2, чтобы создать 2, нужно создать 1. Как бы понимаем, да? Тут как бы все, попались мы, называется циклическая зависимость. И вот чтобы ее избежать всех этих проблем, вернее, у нас есть такая вещь, как класс,
И мы можем прописать сюда вот этот uBox компонент. Работает это только с указателями. То есть, если мы звездочкой делаем, то мы здесь его прописываем, и все. Здесь он нам больше не нужен. Если мы его отсюда удаляем, то больше он нам здесь вот не мешает, и все хорошо. Мы, так как будем им пользоваться, мы его должны записать сюда. То есть, в файл исполнения, в CPP файл. Мы его сюда подключаем, пока мы его не используем, пока пусть будет. Дальше я хочу создать еще дополнительно еще одну компоненту. Это был static mesh компонент. У нас есть box компонент, вот этот мы в box мы удаляем и прописываем static mesh компонент. Смотрите, он тоже нам его подчеркивает. Вот этот вот я выделю, и вместо бокса я подставлю вот таким вот образом. И еще неправильно написал static. Т пропущено с маленькой буквы. Static mesh компонент. Вот, нам подчеркивает, потому что он не знал, что это. Вернее, как подчеркивает, потому что неправильно было написано. Здесь он знает, видимо, в акторе уже указано, где есть. Соответственно, все на этом. Мы создали указатели, теперь нам надо их заполнить. Да, момент. Я же обещал показать, как он можно найти. Во-первых, можно с блюпринтов это сделать. То есть, если мы шарим за блюпринты, вот, допустим, static mesh, мы не знаем, как он там в плюсах, да, делается. Мы нажимаем на него правой кнопкой, есть open static mesh component.h. Мы откроем сам файл, его .h, где он находится. Можно по папочкам посмотреть. Можно сделать хитрее. Это uStruct нас не интересует. Вот он, класс объявляется uStatic Mesh Component. Мы можем взять любой какой-нибудь метод, нажать F12, перейти на него, потом нажать Ctrl-G1 условно, перейти на первую строчку, и в самом верху у нас будет include для его подключения этого файла. И вот он. Include components static mesh component.h. Вот он. Components. Ну, здесь static mesh мы не подключали, поэтому у нас здесь его нету. Надо было с боксом смотреть. Также можно и сделать через этот Ctrl, левая кнопка мыши, box component. Вот он открыл этот класс. Нам надо CPP файл открыть. По-моему, мы еще раз можем по нему самому клацнуть. Нет, мы так не можем, да. Ну ладно, в общем, та же самая история. Мы открываем метод в самом верху, и вот он, компонент, box component. Components, box component. Как бы вот такая вот история. То есть мы можем и так найти, ну, либо же воспользоваться КПТ, либо воспользоваться Гуглом, либо еще чем-нибудь. Вот такие вот варианты, как найти, как именно чего подключать. Так вот, указатели. Мы их создали, но они пустые, там ничего пока не хранится. Там пусто. Null-pointer. Ну, там не null-pointer, там будет мусор, но, короче, в общем, там ничего нет хорошего. Нам нужно там что-то создать. Для того, чтобы создать, есть вот такая вот вещь. Это конструктор. То есть конструктор класса, он выполняется в момент, самым первым, в момент создания этого класса. То есть нам на него надо сделать. Это будет в момент запуска нашего движка, то есть в момент, когда он создается в мире. Вот эта вот вся история будет происходить там, создаваться. Мы берем наш компонент, box component, делаем equal, равно, и прописываем такой метод, вызываем create default subobject. Это шаблонный метод, по поводу шаблонных методов попозже. Мы сюда передаем этот класс. То есть мы как бы говорим, создай объект, subobject, вот такого вот класса, все скобочки, передаем fname. Fname это структура, тоже попозже. Ну, если вкратце, так понятно, я думаю, из названия, что такое name. Текст макрос вроде бы и не надо, вроде бы и надо. Тоже такая вся история, тоже попозже. И мы говорим о том, что вот создай вот такую вот вещь, вот такого вот класса, и назови ее box component. Ну, давайте, чтобы было видно, что это все работает, тест. Делаем тест. Вот, и точку запятой ставим. Мы ее создали. Дальше мы-то хотим создать еще static mesh компонент, правильно? Мы берем, создаем static mesh компонент. Опять equal create default subobject.
Сюда прописываем u static mesh component, fname, текст, кавычки. И что это у нас? Правильно, static. Ой, что-то я фигню пишу. Static mesh component. Ну, в name можно писать чего угодно, как вы поняли с теста, что я тест записал. То есть, как вам удобно, как у вас там принято и так далее и тому подобное. Хорошо, мы это создали. Но у нас была еще одна вещь. Мы не просто их создали, мы их еще засунули друг в дружку. То есть, у нас в коллизии той бокс-компонента находился static mesh компонент. Как же это сделать? Для начала нам нужно сделать так, чтобы вот этот бокс-компонент, он был рутом, то есть центровым, корневым компонентой. То есть у нас есть root компонент, такая штука. И мы берем и говорим, что root компонент равен box компонент. Box компонент. Тем самым мы сделали этот box компонент рутовым. То есть он как основной такой идет тут, центральный. Теперь нам нужно засунуть static mesh компонент в box компонент. Как же это сделать? Мы берем static mesh. Где он тут? Static mesh компонент. Вот он, наш static mesh компонент. И делаем из него вызов метода. Вот эта стрелочка. Стрелочка это говорит о том, что мы из этого класса достаем что-то, а стрелочка это так как он указатель. То есть, если это указатель, то это стрелочка. Все очень легко и просто. Минус и знак больше. Минус больше. И вот стрелочка получается. И мы тем самым достаем из него информацию. Если у вас что-то не достается, либо вы, значит, не к тому чему-то обращаетесь, либо, как показывает практика, в процентах 80 случаев вы просто забыли сделать include. То есть, если мы отключим, допустим, вот эту вот... Давайте для теста, смотрите. Вот это мы закомментируем, что мешалось. Вот мы возьмем box компонент и сделаем стрелочку. Вот он находит нам весь список того, что мы можем сделать с этой компонентой. Но если мы закомментируем, и сделаем то же самое с стрелочкой, то он ничего нам не найдет. Такая вот вещь. То есть, потому что он не знает о нем ничего. Он о нем ничего не знает. Вот. Такая вот история. Так вот, нам нужно вызвать метод setup attachment и передать туда того компонента, к которому мы приатачимся, то есть в который мы зайдем. В общем, вы поняли. Box, надеюсь. Box компонент. И таким образом мы сделали все, что хотели. Давайте теперь посмотрим, как это все работает, как ли это работает. Вот тут у нас пусто, это наш старый. Мы его можем удалить, заметьте. Можем удалить. Сейчас мы вот это все сохраним, перезапустим. Нажимаем F5. Ой, F7. Нажимаем F7. Отлично. Ну, на всякий случай еще раз F7. И нажимаем F5. И ждем. Вот, все загрузилось, все прогрузилось. Долговато, конечно, но что поделаешь. Мы открываем его и смотрим. Вот наш box компонент. И вот наш static mesh компонент. Вот они все прекрасные есть. И вот они все у нас здесь добавлены. В принципе, все сделали, все, что хотели. Visible у нас позволяет все это видеть, все это здесь править, все, что касается static mesh, все, что касается бокса. Также мы можем теперь назначить здесь какой-нибудь конус, взять вот эту часть, увеличить там в 2 раза, условно 64, 64, 64. И вот будет на сцене он, кстати, есть. Вот он конус. Мы его двигаем, вот он бокс. И мы можем пользоваться тем, что мы добавили. Остальные компоненты абсолютно точно так же добавляются, то есть все, что здесь есть, можно добавлять. Дальше мы там и свои будем создавать компоненты, актор компоненты в основном. И тоже будем добавлять. С актором компонентом есть свои приколы. В общем, их потом рассмотрим. Думаю, дальше мы что делаем? Дальше мы какие-нибудь методы, функции посоздаем, научимся что-нибудь вызывать, что-нибудь создавать такое. В общем, посмотрим, что будет дальше. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord. Ссылка в описании. Всем пока.